Всем привет! Это я. В то время как коллекционирование питомцев было хобби для игроков со времен ванилы, Mists of Pandaria выводит его на новый уровень. При патче игроки смогут тренировать своих питомцев, повышая их уровень и ловить диких питомцев по всему миру. Если честно, на бете Пандарии я залипла над битвой питомцев и не хотела останавливаться. В общем, кто хочет новых ощущений от победы, вам сюда. Это будет максимально полезный и обширный гайд по битве питомцев Mists of Pandaria Classic. Присаживайся поудобнее и приятного просмотра. Для начала, чтобы стать мастером в битве питомцев, вам потребуется найти тренера. Можете поговорить в столице и спросить у охранника, наставник боевых питомцев. Для Орды около Полетки – это Варзок. Для Альянса в квартале Дворфов в саду под деревом – это Одри. При обращении к наставникам вы получите квест, который откроет перед вами цепочку заданий укротителя питомца. При разговоре с наставником вы выучите заклинание обучения боевых питомцев, которое позволит создавать команду боевых питомцев. Сейчас она состоит только из одного питомца. Также тренировать их и выслеживать диких боевых питомцев. Навык распространяется на всех персонажей в учебной записи Battle.net игрока. Также вам нужно пройти первое задание из цепочки, чтобы изучить основы выслеживания, исцеления и поимки. Несмотря на то, что тренер предложит приручить вам только питомца своей расы, у вас есть возможность купить их всех. Но для этого придется либо покататься по миру, либо слить много голды на аукционе. Обратите внимание, что сейчас некоторые спутники очень дешевые. Успевайте закупиться ими уже сейчас. После обучения навыкам битвы питомцев у тренера вам будет доступен первый слот в вашем журнале питомцев. Чтобы иметь активных боевых питомцев, вам нужно всего лишь выбрать питомца из списка доступных и перенести его в свободное пространство под доступным слотом. Вам могут быть доступны и два других слота после выполнения достижений «Новичок» и «Милый малыш». После того, как вы выучили способности, взяли первый доступный квест, выходим из столицы и нажимаем у миникарты «Выслеживание питомцев» «Зеленая лапка». У нас на миникарте начнут отображаться кружочками существа, с которыми вы можете принять участие в битве питомцев. Подходим к своей цели, над головой у него также загорится зеленая лапка. Жмем ПКМ, и у нас наступает битва питомцев. В битве питомцев вам будет доступно 3 способности питомца. Способность для смены боевого питомца на любого другого из вашей команды. Обратите внимание, на смену активного питомца вы потратите 1 ход. Способность клетка для поимки питомца противника не работает против укротителей. И кнопка сдаться, принять поражение и выйти из боя. Также обратите внимание, что когда вы сдаетесь, у вас вылазит предупреждение, которое предупреждает о том, что если вы сдадитесь, то ваши питомцы потеряют 10% здоровья. Что делать в раунде? Выберите способность, которую хотите использовать. Дождитесь выбора противника. Чтобы понять, кто будет ходить первым, достаточно сравнить показатель скорости вашего питомца и оппонента. У кого скорости больше, тот и делает первый удар. Каждый питомец имеет 3 способности, которые он может использовать во время боя. В общей сложности вашему питомцу доступны 6 способностей. Первый слот заклинаний будет разблокирован сразу при обучении битве питомцев. Второй и третий слоты будут доступны при достижении определенного уровня. Остальные заклинания также разблокируются при достижении более высоких уровней. Соответственно, каждый слот имеет 2 заклинания на выбор, но переключать вы их можете только до и после самого боя, то есть во время боя переключение недоступно. Для переключения этих способностей просто выберите в журнале нужную и перетащите в доступный слот. При наведении курсора на способность высветится подсказка, которая скажет вам, против какого типа питомцев данная способность более действенна. Кроме того, вы можете следить за атаками вашего противника, чтобы понимать, какой из ваших питомцев сильнее именно против данного типа противников.
Бой питомцев является пошаговой мини-игрой, и никаких ограничений по времени на раунд в ПВЕ битве нет. Вы можете использовать доступное время, чтобы определить, какое заклинание уместнее всего использовать в данный момент. Будьте креативными и экспериментируйте комбинацию ударов, какие наиболее действенны против какого-либо типа питомцев. Если здоровье вашего питомца становится очень низким или ваш питомец недостаточно силен для противника, то вы всегда можете поменять активного питомца прямо во время боя. Активными питомцы считаются, если в вашем журнале они находятся в одном из 3 доступных слотов. Как только матч закончится, вы всегда можете изменить свою команду активных питомцев. Это очень полезно, если один из ваших петов имеет малый запас здоровья или вообще мертв. Каждое выигранное сражение накапливает опыт для всех участвующих в битве питомцев. Количество опыта напрямую зависит от уровня вашего противника. Следовательно, если вы победили питомца более высокого уровня, то получите больше опыта, чем за низкоуровневого врага. Но вы должны быть готовы прям к серьезной борьбе. Кстати, я несколько раз проигрывала из-за того, что выбирала неправильные комбинации при убийстве врага. Противники на 5 и более уровней ниже уровня питомца не получают опыт. Питомцы с максимальным уровнем не могут получить опыт, но все еще могут его заработать в бою. Все очки опыта, полученные питомцами максимального уровня, будут распределены между всеми участвующими питомцами на максимальном уровне. Имейте в виду, что если вы приручаете, то есть захватываете противника, то вы получите значительно меньше опыта, чем если бы вы его победили. Учтите это, если хотите как можно быстрее повысить уровень вашего питомца. Высокоуровневые противники чаще всего обладают командой питомцев, однако вы сможете увидеть всех противников только после вступления в бой. Чтобы выиграть такой бой, вам нужно победить всю противоположную команду, даже только присоединившихся петов. После каждой битвы питомцев любой пострадавший спутник автоматически восстановит 50% здоровья, которое было потрачено в ходе боевых действий. Но если питомцы вашей команды имеют маленький запас здоровья или, чем хуже, мертвы, то у вас есть несколько способов восстановить своих петов. Первое – это воскрешение ваших боевых питомцев. Это будет основной способностью исцеления и воскрешения ваших петов. Нажав на данный спелл, абсолютно все спутники в вашем журнале питомцев воскресятся, включая вашу активную команду. Это умение можно использовать только вне боя. Плюс оно имеет 8-минутный КД, поэтому используйте его с умом. Второе. Если питомец умирает во время боя, то вы не сможете его вызвать ни во время следующего боя, ни как вашего спутника. Однако, если ваше воскрешение на КД, вы всегда можете обратиться к смотрителю стойл. Он сможет воскресить и исцелить вашего питомца за небольшую плату. Такой вид восстановления питомцев не имеет КД, вы найдете смотрителя стойл в крупных городах Азерота. Ну и третье, если воскрешение на КД и поблизости нет смотрителя стойл, тогда последний способ для вас – бинты для боевых питомцев. Это третий способ исцелить питомцев после изнурительной битвы. К сожалению, бинты не крафтятся, а падают из мешков товаров для питомцев. Эти мешки получаются за победу над укротителями. Самые сильные участники битвы питомцев раскиданы каждый по своим локациям. Бинты действуют аналогичным образом, что и воскрешение, однако не имеют КД. За победу над укротителем вам дадут мешок товаров для питомцев, в котором могут быть бинты для боевых питомцев с возможностью вылечить или воскресить всех ваших боевых питомцев. Волшебное лакомство уменьшает размер вашего питомца до тех пор, пока вы его не отзовете. Волшебное печенье для питомца увеличивает размер до тех пор, пока вы его не отзовете. Закуска «Счастливый питомец». Ваш питомец получит 5-минутный баф. Закуска «Счастливый питомец», который ничего не делает. Набор для ухода за питомцем. Еще один бесполезный баф «Уход». Игрушка-поводки. Один или несколько. Поводок-цепочка, веревочный и из красной ленточки. Ну и безупречные камни, которые вы можете потратить у наставника боевых питомцев. В игре существует ряд питомцев, получаемых за достижения, задания у торговцев и так далее, которые по умолчанию имеют качество необычное. Такие питомцы могут быть улучшены только с помощью безупречных камней битв, в том числе и узкоспециализированных для определенного семейства. Как только вы пройдетесь по локациям и победите всех укротителей питомцев, вам станут доступны ежедневные задания, благодаря которым вы сможете зарабатывать мешки и получать бесплатные приколюшки для своих питомцев.
А также, когда вы выполните задание великого мастера Аки, вы получите достижение «Я выбираю тебя», а вместе с ним и награду — тяжелый мешок золота, который содержит аж 3000 золотых монет. Вот это подгон, да? Каждый питомец относится к своей семье. Всего есть 10 видов питомцев. Каждый пет, принадлежащий к той или иной семье, имеет сильные и слабые стороны. Эту информацию полезно знать, потому что тогда вы сможете планировать ваши атаки и сетап заранее. В приведенной таблице показано, какой вид питомцев сильнее или слабее против другого вида. Сильные атаки петов увеличивают урон на 50%, в то время как сильная защита петов уменьшает урон на 33%. Большинство боевых питомцев, которых вы встречаете в Азероте, могут быть вами схвачены и приручены. Чтобы схватить питомца, вам нужно довести его уровень здоровья до 35%, а затем использовать способность ловушка, когда она загорится. Помните, что использование этой способности занимает 1 раунд. Кроме того, если противник вас выступает команда петов, то вы можете захватить лишь одного из них, поэтому выбирайте с умом. Если вашей целью является коллекционирование диких питомцев, то помните, что вам нужно довести их до 35%, поэтому не используйте сильные способности, когда уровень здоровья пета упадет ниже 50%. А также помните, что есть шанс, что ловушка не сработает. Хорошей новостью послужит информация о том, что с каждым фейлом вероятность ошибки будет уменьшаться. В некоторых ситуациях, если противник отпрыгнул от ловушки, это будет означать, что вам нужно еще чуть-чуть сбить ХП. Хочу заметить, что при захвате питомца определенного уровня он будет терять некоторое количество левелов. Также при получении достижения «Придется запастись ловушками» вы получите пропанную ловушку, которая при неудачной попытке каждый раз увеличивает шанс на поимку на 25% вместо 20%. Если питомец с 16 по 20 уровень, то он потеряет 1 уровень при захвате. Если с 21 по 25, то он потеряет 2 уровня при захвате. Также отмечу, что если в битве против команды питомцев вы кого-то захватили, а затем потерпели поражение, то захваченный пет будет освобожден, следовательно, вы его не получите. Так что помните, чтобы получить пета, вы должны закончить бой победой. Питомцы делятся на 4 вида по качеству: низкое, обычное, необычное и редкие. Конечно, есть еще и эпический, но такой пет всего лишь один, не считая рекламных, и это гиацинтовый ара. Кстати, я чекала его ценник на аукционе, сейчас он в районе 11 тысяч голд. Эти качества влияют на статы пета, у редких больше здоровья, чем у обычных, и так далее. Также редкие питомцы быстрее прокачиваются. Качество собранных питомцев можно улучшить с помощью безупречного камня битв, которые можно улучшить питомцев до необычных и редких качеств. Каждый питомец имеет 3 вида статов: здоровье, сила и скорость. Здоровье определяет количество очков здоровья питомцев. Атаки, наносящие урон, снижают текущий показатель здоровья питомца, а снижение его до 0 убьет питомца. Некоторые способности восстанавливают часть здоровья питомца или временно увеличивают его максимум. Сила определяет количество урона, наносимого атаками питомца. Сила действует аналогично силе атаки, увеличивая базовый урон каждой способности. Скорость определяет, какой питомец будет ходить первым в каждом раунде. Питомец с самой высокой скоростью всегда будет действовать первым, включая попытки владельца питомца поймать диких питомцев. Если у обоих питомцев одинаковая скорость, порядок определяется случайным образом каждый раунд. Многие способности временно увеличивают скорость или уменьшают скорость противника, в то время как другие имеют дополнительные эффекты, если пользователь быстрее или медленнее своего противника. Стратегически значимая характеристика. У каждого вида животных есть свои базовые показатели с уклоном в определенные характеристики. Например, у змеи и мышей, как правило, выше скорость, а у черепах и медведей здоровье. Повышение уровня увеличивает все характеристики питомца, однако степень увеличения каждой характеристики зависит от качества и породы питомца. Чем выше качество питомца, тем больше прирост характеристик в целом, в то время как разные породы питомцев получают больше прироста в разных характеристиках. Преимущество характеристик каждого питомца фиксировано и сохраняется при повышении уровня и качества.
Также в конце цепочки заданий в Пандаре вы получите шляпу для сафари, которую вы сможете использовать в любой момент, чтобы увеличивать получаемый питомцами в боях опыт на 10%. Обратите внимание, что если у вас будет в достижениях 39 из 40, то просто создаете персонажа за противоположную фракцию, выполняете первый квест на сражение с питомцем. Что делать, если питомцев много? Есть два варианта. Первый – это отпустить его. Первый способ отпустить – освободить всех лишних питомцев. Чтобы сделать это, щелкните правой кнопкой мыши по имени мини-питомца в вашем журнале и выберите опцию «Освободить в меню». Это удалит питомца из вашей коллекции. Некоторые труднодоступные питомцы или рекламные компаньоны не будут иметь такой возможности освобождения, если вы не достигли лимита дубликатов, это 3. Для этого конкретного питомца это сделано для того, чтобы предотвратить случайное удаление уникальных и редких питомцев. Второй вариант – это посадить питомца в клетку. Вы можете сделать это так же, как и выпустить его. После того, как вы посадили питомца в клетку, он появится в вашем инвентаре. Он сохранит все свои характеристики и уровень, и эта информация будет видна при наведении курсора на предмет. Эти версии в клетках можно обменять и продать, и они также станут отличным подарком. Маленький совет: быстрее всех докачивайте в припатче крутых спутников до максимального уровня и продавайте их. Таким образом вы сможете неплохо заработать голды. Ну и как дополнение специально для вас сделала наглядные карты с уровнями битв питомцев по локациям. Отдельно за это требую с вас лайки, потому что в интернете таких карт нет вообще. Ставьте видео на паузу и изучайте локации и уровни битв питомцев. В отдельных видео по возможности расскажу про полезные аддоны для битвы питомцев и самых крутых питомцев. Делитесь своим мнением по поводу битвы питомцев в комментариях, а также не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.